Жил-был на поле серенький зайчик, дожила лисичка-сестричка. Вот как пошли заморозки, стал зайка линять, а как пришла зима студеная, со вьюгой да со снежными сугробами, зайка с холоду и вовсе побелел. И надумал он себе избу строить, натаскал лубочков и давай городить хижину. Увидала это лиска и говорит: «Ты, косенький, что это делаешь? Видишь, от холода избу строю». «Бишь, какой догадливый», — подумала лиса, — «давай-ка я построю избу, только уж не лубочный домик, а палаты, хрустальный дворец». Вот и принялась она лед таскать да избу класть. Обе избы поспели разом, и зажили наши звери своими домами. Глядит лиска в ледяное окошечко да над зайчиком посмеивается: «Вишь, чернолопотник, какую лачугу смастерил. То ли дело моя и чиста, и светла, не дать не взять хрустальный дворец». Лисе зимою все было хорошо, а как пришла весна, по зиму достала снег сгонять, землю пригревать, тут лискин дворец и растаял да водою под гору сбежал. Как лиске без дому быть? Вот подкараулила она, когда зайка вышел из своей избы погулять, под снежной травке заячьей капустки подщипать, прокралась в зайкину избу и влезла на палате. Пришел зайчик, торкнулся в дверь, заперта. Подождал маленько и стал опять стучаться. «Кто там?» — закричала лиса толстым голосом. «Это я, хозяин, серый зайчик, пусти меня, лисонька». «Убирайся, не пущу», — отвечала лиса. Пообождал зайка да и говорит: «Полно, лисонька, шутить пусти, мне уж спать хочется». А лиса в ответ: «Постой, косой, вот как я выскочу, да выпрыгну, пойду тебя трясти, только клочья по ветру полетят». Заплакал зайчик и пошел, куда глаза глядят. Повстречался ему серый волк. «Здорово, зайка, о чем ты плачешь, о чем горюешь? А как же мне не тужить, не горевать, была у меня изба лубиная, у лисы ледяная. Лисья изба растаяла, водой ушла, она мою захватила, да и не пускает меня, хозяина». «А вот постой», — сказал волк, — «мы ее выгоним». «Навряд ли, волченька, выгоним, она крепко засела». «Я не я, коли выгоню лису», — зарычал волк. Вот зайчик обрадовался и пошел с волком гнать лису. Пришли. «Эй, лиса Патрикеевна, выбирайся из чужой избы», — закричал волк. А лиса ему из избы в ответ: «Постой, вот как слезу с печи, да выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя трепать, так только клочья по ветру полетят». «Ой-ой, какая сердитая!» — заворчал волк, поджал хвост и убежал в лес, а зайка остался плакать в поле. Идет бык. «Здорово, зайка, о чем тужишь, о чем плачешь? А как же мне не тужить, как не горевать, была у меня изба лубиная, у лисы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою захватила, да вот и не пускает меня, хозяина, домой». «А вот постой», — сказал бык, — «мы ее выгоним». «Нет, быченька, навряд выгнать ее, крепко засела, уже ее волк гнал, не выгнал, и тебе, быку, не выгнать». «Я не я, коли не выгоню», — замычал бык. Зайчик обрадовался и пошел с быком выживать лису. Пришли. «Эй, лиса Патрикеевна, ступай вон из чужой избы», — промычал бык. А лиса ему в ответ: «Постой, вот как слезу я с печи, да пойду тебя, быка, трепать, так только клочья по ветру полетят». «Ой-ой, какая сердитая!» — замычал бык, закинул голову и давай улепетывать. Зайчик сел подле кочки и заплакал. Вот идет Мишка-медведь и говорит: «Здорово, косой, о чем тужишь, о чем плачешь? А как же мне не тужить, как не горевать, была у меня изба лубиная, а у лисы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою захватила, да и не пускает меня, хозяина, домой». «А вот постой», — сказал медведь, — «мы ее выгоним». «Нет, Михайло Потапыч, навряд ее выгнать, крепко засела». Волк гнал, не выгнал. Бык гнал, не выгнал, и тебе не выгнать. «Я не я», — заревел медведь, — «коли не выживу лису». Вот зайчик обрадовался и пошел, подпрыгивая, с медведем домой гнать лису. Пришли. «Эй, лиса Патрикеевна», — заревел медведь, — «убирайся вон из чужой избы». А лиса ему в ответ: «Постой, Михайло Потапыч, вот как слезу с печи, да выскочу, да прыгну, да пойду тебя, косолапого, трепать, так только клочья по ветру полетят». «О, какая лютая!» — заревел медведь, да и пустился в притруску бежать. Как быть зайцу? Стал он лису упрашивать, а лиса и ухом не ведет. Вот заплакал зайчик и пошел, куда глаза глядят, и повстречал кочета, красного петуха, с саблей на плече. «Здорово, зайка, каково поживаешь, о чем тужишь, о чем плачешь? А как же мне не тужить, как не горевать, коли с родного пепелища сгоняют? Была у меня избенка лубиная, а у лисицы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою заняла, да и не пускает меня, хозяина, домой». «А вот постой», — сказал петух, — «мы ее выгоним». Ее волк гнал, не выгнал, ее бык гнал, не выгнал. Медведь гнал, не выгнал, где уж тебе совладать?
«Попытаемся», — сказал петушок и пошел с зайцем выгонять лису. Как пришли они к избушке. Петух запел. Идет кочет на пятах. Несет саблю на плечах. Хочет лиску зарубить. Себе шапку сшить. Выходи, лиса, пожалей себя. Как заслышала лиса петухову угрозу, испугалась, да и говорит. Подожди, петушок, золотой гребешок, шелковая бородка. А петух кричит. Кукареку, всю изрублю. Вот лиса просит тоненьким, масляным голоском. Петенька, петушок, пожалей старые косточки, дай мне шубенку накинуть. А петух, стоя у дверей, знай себе, кричит. Идет кочет на пятах. Несет саблю на плечах. Хочет лиску зарубить. Себе шапку сшить. Выходи, лиса, пожалей себя. Нечего делать, некуда деваться лисе. Приотворила дверь, да и выскочила. А петух поселился с зайчиком в его избушке, и стали они жить, да быть, да добро копить.